Всех приветствую! Вы на канале Еда и выпечка. Сегодня я буду делать, как в прошлое видео я уже показывала, как в виде аппетитки, но это с красной свеклы. Так, ну что я вот здесь вот начистила, намыла. Это полугорький перец, бараний рог, полугорький, лук. Тоже вот 4-5 головки лука. Лоба есть тоже несколько, 4 штучки лобы. Укропа. Ну, это для вкуса. Можно еще хрен, но у меня нету хрена. И это зонтики от укропа. Ну, у меня вот пучок укропа, что я буду добавлять для вкуса. Морковки. Также несколько вот штучек морковки и красная свекла. Вот смотрите. Начистила, намыла. Помидоры. Но у меня всего 7 помидорин, потому что больше не оказалось. Можно побольше. Вообще, чем больше помидор, тем лучше. Дальше. И 2 головки чеснока. Так, сейчас начищу чеснок. Лук. Так, это я уже говорю. Так. Соль это у меня. Соль добавляем по вкусу. И лаврушку. Это уже в конце. Лаврушечка вот. Тоже несколько лепесточков. Так, ну сейчас начищу чеснок. 2 головки сейчас я вам покажу. Оп, а вот и чеснок готов. Начищенный, мытый. Так, ну все, вот эти все приготовления мои я теперь беру и все это перекручиваю через овощерезку. Поехали. Так, нарезаю дольками и все это в овощерезку. Такими небольшими дольками это все измельчаю. Чесночка всего понемногу. Помидорки. Так, ну все перекручиваем. Ну вот так, до такой консистенции перекручиваю. Ну, можно мельче. Так, здесь кусочки остались. Я сейчас еще раз перекручу немного и
Можно мельче, можно покрупнее, но для меня этого достаточно. Так. Так, все, перекрутила. Теперь это перекладываю в кастрюлю, в которой буду варить. Так вот, тоже такими дольками нарезаю красную свеклу. Лобы. Так, эти места убираем, нездоровые места. Это вот нарезаем. Так, все переполнилось. Перекручиваем. Так, перекрученное перекладываем. Так, вот столечко получилось. Это нормально, я считаю. Укроп и лавровый лист я буду уже добавлять в конце. Так, сюда я наливаю подсолнечное масло. У меня домашнее подсолнечное масло. Вот все, вот столечко. Я все делаю на глаз. Нет никакой там столько-то грамм, столько-то миллилитров. Все на глаз. Этого достаточно, я считаю. Ну, запах. Это подсолнечное масло домашнее. Так, соли. 2 столовые ложки тоже достаточно. Сахар я не добавляю, потому что здесь красная свекла, она сама сладкая. Морковка тоже имеет сладость. Так что вот так вот этого тоже достаточно. Так. И все это размешиваем и ставим на огонь. Ставим на огонь, кипятим, доводим до кипения. И кипятим примерно 25-30 минут. Это все. Так, сейчас размешаю. Доводим до кипения и кипятим 25-30 минут. Так, все, ставлю на огонь. Так, все, кипятим. Так вот, если вот так вот закипело обильно, теперь в этом состоянии кипятим 25-30 минут. Ну, а помешиваем. Не забываем помешивать, потому что может дно прилипнуть. Частенько помешиваем.
немножко ставлю на умеренный огонь и вот кипятим его. Так вот сбавил огонь. И вот так вот умеренно кипятим. До готовности 2-3 минуты. Перед тем, как отключить, добавляем лаврушечку. Вот сколько нужно по вкусу. Это у меня кусочки. Добавляем лавровый лист и зелень. И немного. Все это мешаем. Так, ну кипятим 2-3 минуты и все, отключаю. Стерилизую банки, крышки, чтобы это все уже залить в баночки. Так, наварилась. Теперь перекладываю в стерильные баночки. Баночки я обязательно стерилизую, трусь, кипячу. Теперь вот осталось немного переложить. Как бы укладываю, чтобы воздух не оставался. Так, и все закрываю крышками. Получилось вот у меня 4 баночки 4-литровых и еще немного. Здесь есть немного на маленькую баночку. Так, вот этот сок. Так вот осталось. Это, наверное, еще меньше нужно будет баночку. Так, вот в такую баночку, наверное, хватит. Сюда переложу остатки сладкие. Так, ну вот столько получилось. Прокипятила крышечки. Здесь тоже немного, вот полбаночки. Но я попробовала, прям вкусно. Ложкой охота кушать. Видите, а если еще и постоит немножечко, так вообще будет вкусняшка. Так, теперь нужно будет прикрутить хорошо, плотненько. Ну, что хочу сказать. На этом я завершаю свой вот такой обзор небольшой по приготовлению таких салатиков, как аппетитка. Это я вот называю аппетитка. Это теперь свекольная аппетитка с овощами из овощей. Смотрите мои видео, готовьте. Это очень вкусно. Потому что предыдущее, то, что я готовила, тоже показывала. Практически там осталось у меня 2-3 банки. И то я готовила на зиму. Но думаю, до зимы это быстро у меня уже это уходит, потому что очень вкусно на хлеб мазать. Я вот повторяю, на хлеб мазать, еду добавлять в готовую еду, как приправа. Очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем рада, всем пока.